Альтернативный исследователь, автор и инсайдер Дэвид Уилкок несколько дней назад объявил о том, что операции на фоне мировой политики ускорились и перешли к активной фазе. На Twitter Stormwatch появилась обновленная информация, что число закрытых обвинительных заключений в Америке против лиц, заподозренных в различных серьезных преступлениях, с конца декабря 2017 года увеличилось на 4311 человек и таким образом достигло 13 605 штук. В последние годы нормальное количество запечатанных обвинительных заключений составляет около 1100 человек. Это означает, что готовится что-то большое. Дэвид Уилкок считает, что наступают интересные и в то же время опасные времена. В обновлении от 29 января 2018 года Бенджамин Фулфорд упомянул о секретных внеземных технологиях, которые вскоре будут раскрыты на благо всего человечества. Фулфорд также подтверждает, что мы находимся на пороге серьезных перемен, поскольку Кабал и иллюминаты вот-вот будут разгромлены. Эти секретные технологии – это технологии, способные на многое. Существует уже технология репликата, как вы знаете, из TV-серии Star Trek. С помощью этих репликаторов вы можете, например, производить напитки и готовые блюда. Конечно, это также относится к производству машин, которые будут производить свободную и чистую энергию. Фулфорд полагает, что эти технологии исходят от различных продвинутых сообществ инопланетян, которые хотят помочь человечеству в это критическое время. Предполагается, что все эти технологии и машины будут воспроизведены на Земле. Для начала производства в настоящее время изыскиваются крупные инвесторы и компании в военном секторе, которые должны быстро привести это в действие. Часть этой техники, как говорят, возникла в Антарктиде, где спутники недавно обнаружили древние, внеземные технологии под ледяным щитом толщиной в километр. Президент Дональд Трамп хочет сделать эту технологию доступной для американских компаний, тем самым снова увеличив экономику Соединенных Штатов. Падение мощнейших мировых организаций продолжается. Несколько католических священников рассказали о практике сатанинских обрядов в Ватикане. Эти практики включают призыв духов и эфирных демонов, которые обычно не существуют в нашем измерении. Эти духи могут быть вызваны для белой или черной магии. В практике черной магии такие существа вызываются церемониальной магией для достижения конкретных целей или усиления власти. Злые духи служат тем, кто живет только для извращения и уничтожения. Худшей формой черной магии является научное извращение оккультной силы для реализации эгоистических желаний. Эти практики не новые, но постоянно практикуются со времен древних вавилонян. Все основные организации, от правительств до крупных компаний и банков, практикуют эту магию. Оккультные связи имеют пирамидальную форму до Ватикана и за ее пределами. Многие епископы в Ватикане сегодня больше не верят в Иисуса Христа и Библию, но практикуют масонство и вавилонские оккультные тайны. Например, бывший американский епископ Джон Шелби Спонг сказал, что религия нужна для того, чтобы контролировать население. В католическом христианстве возникает чувство вины. Говорят, что Ватикан стоит за уничтожением древней библиотеки Александрии. Уничтожение невероятно ценной информации и знаний о древнем мире позволило начать миссию, чтобы осмыслить мир искаженными учениями. То же самое было сделано в Северной и Южной Америке. Коренные народы и племена были лишены своей истории и обращены в католичество. Древние знания предков были уничтожены или скрыты. Таким образом, вся взрывоопасная история Старого мира должна быть удалена. Например, это связано с существованием гигантов в прошлом или древних передовых цивилизаций, которые существовали на Земле много тысяч лет назад. Джордж Оруэлл писал: «Кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое». Естественную духовность наших предков заменили догматические религии, которые осуществляют определенный контроль над человечеством. Все эти догматы теперь рушатся, и даже материалистическая наука теперь должна признать через новые исследования, что материальная Вселенная не является истинной реальностью. Это было хорошо известно людям в давние времена. Ватикан рад распространять любовь и мир снаружи,
но за стенами власти часто происходят ужасные события. Многие высокопоставленные клирики были осуждены за жестокое обращение. В течение последних лет Ватикан потратил невероятную сумму в 4 миллиарда евро на выплату преступных и компенсационных пожертвований, это не секрет. Большинство церковных налогов идут на эти процессы. Многие из пострадавших были жертвами сатанинских ритуалов в Ватикане. Известный инсайдер и иезуит отец Малахия Мартин писал, что был предупрежден папой Иоанном Павлом II, что дым сатаны вошел в Ватикан, и сатана был возведен на трон в 1963 году в качестве главы католической церкви. В его честь эти обряды и выполняются. Это было задокументировано другими епископами. Культ сатанинской педофилии определенно происходит от павших архангелов и восходит к культу вавилонской тайны. Еще одним свидетелем был отец Габриэль Аморт, католический священник и экзорцист Рима. Он утверждает, что изгнал дьявола из нескольких тысяч человек. Он несколько раз упомянул о сатанинских обычаях в Ватикане и подтвердил, что молодые девушки регулярно похищались полицией Ватикана. Они использовались для партий в Ватикане и преступлений. Аморт рассказал британской газете «Телеграф дьявол живет в Ватикане, и мы можем видеть последствия». В высших рангах католической иерархии преобладает злобное влияние сатаны. Сегодня много кардиналов, которые не верят в Иисуса Христа, и епископов, которые находятся в союзе с демонами. Альфред Кунц был католическим священником, который хотел расследовать это, он был убит. В последние годы стало все более распространено, что это злоупотребление было известно, и папа несколько раз занимал позицию. Это доказывает, что в Ватикане есть честные христиане, которые хотят раскрыть и положить конец всему этому. Эти открытия можно было сделать только с появлением альтернативных СМИ в интернете. Постоянная отчетность заставляла СМИ сообщать, хотя их работа обычно заключается в том, чтобы скрыть эти скандалы. Эти раскрытия теперь достигли уровня, что многие христиане просто не могут в это поверить. Он проливает свет на темные стороны и создает новое понимание того, что происходит в Ватикане. Здесь должно быть ясно, что большинство членов церкви не знают об этом и не участвуют в этом. Папа Франциск в настоящее время путешествует по Южной Америке. В разных странах были волны протеста, и папа был подвергнут критике за его поведение в борьбе с жестоким обращением. В Чили были самые жесткие протесты, и даже некоторые католические церкви были подожжены. Несмотря на то, что он встречался с жертвами жестокого обращения со стороны священников, протесты достигают невообразимого пика. Протесты против папы могут быть частично подавлены только слезоточивым газом, а в Чили было сожжено не менее 11 католических церквей. Были также письма с угрозами в адрес папы. Это очень плохое предзнаменование на будущее папы. Поэтому в Перу на прошлой неделе все объявленные демонстрации были запрещены из-за страха за репутацию страны. В поджогах в Чили в основном обвинялись в члены племени мапуче, борющихся против усиливающегося давления стороны католической церкви. Другие протестующие хотели принять решение против папы лично, когда он проводил мессу в столице Сантьяго. Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ и арестовать десятки демонстрантов. Они протестовали против продолжающегося ужаса в своей стране. Символ протеста гласил, что для пособника нет мира. На другом плакате даже было написано «Сжечь папу». Обвинения в основном направлены против епископа Хуана Бароса. Папа Франциск публично объявил, что против него нет никаких доказательств, и обвинители якобы клевещут на него. После отъезда папы из Чили было сожжено еще несколько церквей. Обновление от организации, именующей себя «Белые шляпы». Белые шляпы представляют собой позитивную, тайную организацию в вооруженных силах США и разведывательных службах Дональда Трампа. Они объявили, что давно объявленные перемены уже начались, и Федеральный резервный банк должен быть лишен своих полномочий. Белые шляпы объявляют о серии раскрытий на ближайшие недели о том, как Кабал или иллюминаты контролируют мир. Это было сделано в основном за счет фальсификации денег. Говорят, что операторы этого гигантского мошеннической организации украли у населения мира до 25 тысяч триллионов долларов США.
Этого достаточно для финансирования каждого гуманитарного проекта в мире и полной ликвидации бедности. Наконец, должны быть выпущены обещанные передовые технологии для свободной энергии. С помощью этих методов все пустыни Земли могут быть снова озеленены. Все имущество по-прежнему принадлежит элитным семейным кланам, которые контролируют мир. Белые шляпы опубликовали список имен главных виновников этого мошенничества. Федеральный резервный банк, Алан Гринспен, Бен Бернанке, Роджер Фергюсон, Джанет Йеллен, Тимоти Гейтнер. Правительство США, Джо Байден, Джек Лью, Пол О'Нил, Нил Волен – все эти люди подписали важные торговые соглашения. Эти банковские каббалисты сами себя обогатили и создали планы по контролю над миром. В отличие от предыдущих попыток завоевания мирового господства военной силой, на этот раз его пытались подчинить себе с помощью тайных манипуляций, в которых искали форму валютного контроля. Основным виновником такого подхода является Федеральный резервный банк США, ФРС, который выпускает долларовые банкноты. Чтобы раскрыть свои действия, Whiteheads скоро выпустит любую ранее выпущенную информацию. Фокус в том, что ФРС не является общественным банком, как следует из названия, а является частной компанией. Соглашение, о котором идет речь, является соглашением, в котором инвесторы с крупным состоянием наличными или золотом подписывают контракт с, например, гуманитарной целью. Как только такое состояние станет доступным через банковскую торговлю, оно может использоваться в самых разных целях, которые являются преступлением против человечности и используются, чтобы держать нас всех в долгах и цепях. Каждая из этих сделок создавала огромные суммы денег, а важные политики обналичивали несколько сотен миллионов долларов, соглашались держать язык за зубами. С созданием 25 триллионов долларов вы можете финансировать все свои правительства на протяжении десятилетий и, между прочим, производить финансовый сброс, который отменяет все долги и делает каждого человека в мире богатым. Но это не было запланировано. Элита контролировала поток денег путем взяточничества, шантажа, кражи и обмана. Большая часть этих денег не отображается на балансах, и о них нигде не сообщается. Вот секрет, открытый документ для этой аферы. Банк Ватикана также сыграл свою роль в этой игре, когда в 2014 году объявил, что обнаружил несколько сотен миллионов евро, которые не находятся на балансе. Белые шляпы объясняют, что он использовался политиками для отмывания денег. Теперь им пришлось признать это публично. Из-за строгого контроля над средствами массовой информации в этом вопросе не было никаких дальнейших расследований. Однако белые шляпы приняли эту информацию и начали свои широкомасштабные расследования. Они также подчеркивают важность древних свитков Александрийской библиотеки, которые содержат совершенно другую историю мира, скрытого от человечества. Однако эта важная информация не была утеряна во время Великого пожара в Александрии, но, скорее всего, она находится под замком в катакомбах Ватикана. Это представляет собой еще одну форму контроля правителей. Все это скоро станет снова доступным. Но белые шляпы хотят сначала опубликовать самую свежую и актуальную информацию, которая будет публично раскрывать эти коррумпированные схемы обмана. Это серьезное преступление, которые должны иметь большое влияние на всех заинтересованных лиц. В основном это касается смены денег, центральных банкиров и ФРС, которые украли эти деньги у населения мира, чтобы финансировать свои собственные темные цели и глубинное государство. Они подкупали политиков, замалчивали людей и финансировали черные проекты, которые разрабатывали. Секретные технологии, которые были скрыты от мира и использовались только для управления массами. Белые шляпы подчеркивают важность закона о Федеральной резервной системе, закон, принятый 23 декабря 1913 года на секретной встрече на острове Джекил, Нью-Йорк. С тех пор ФРС принадлежит европейским Ротшильдам и их известным американским банковским семьям Рокфеллерам, Морганом, Гарриманом, Брауном и Варбургом. В последние годы работа ФРС зависела от Алана Гринспена и Бена Бернанке. Сегодня ФРС по-прежнему утверждает, что является государственным банком, хотя это частная компания, управляемая банкирами. Поэтому не контролируется государством и никак не регулируется, и неизвестно, какие операции он выполняет.
Он печатает бесполезные бумажные знаки и называет все это деньгами. Тем не менее, это простые векселя, выпущенные в Соединенных Штатах Америки, чтобы заинтересовать население и сделать доллар законным платежным средством. Поэтому доллар США – это не деньги, а наоборот, банкнота или обещание выплатить по этим векселям. Эти процентные ставки выплачиваются в виде налогов на доходы государства. Президент Рональд Рейган еще в 1984 году заявил, что все налоги на прибыль Америки должны были быть израсходованы на погашение долга плюс проценты для ФРС. Это означает, что любые деньги, полученные правительством США через подоходный налог, не могут использоваться для целей государственного управления, как можно было бы ожидать, но должны были быть выплачены ФРС. Это невероятная форма рабства. Для того, чтобы государство все еще работало, были введены новые долги. В результате Соединенные Штаты сегодня имеют самый высокий долг в мире. Эти долги постоянно растут и при нормальных обстоятельствах никогда не могут быть выплачены. Все больше налогов необходимо собирать, чтобы иметь возможность обслуживать проценты. Это ограбило все население и государство и поработило человечество.